Привет, канал Steinhaus. Хочу сегодня сделать обзор на такую сумочку. Я купил ее на Алиэкспрессе для своей камеры, фотоаппарата. Стоила она что-то около 1000 рублей. Ссылка на нее будет в первом закрепленном комментарии, потому что курс постоянно меняется, цены тоже меняются. Можете перейти посмотреть, кому интересно. Что-то вот не было. Сейчас пошел какой-то мокрый дождь со снегом. Ладно, сейчас по-быстренькому давайте ее посмотрим. В общем, сумочка с виду прикольная, с виду красивенькая. Вот такая вот. Снизу такие вот резиновые вставки, ну типа ножек таких. Ребристые две. Вот. Есть ремешок. Такая вот на плечо тоже накидка. Как и не накидка, а прокладка к плечу. Типа, чтобы было мягко. Вот. Ремешок регулируется по длине. Довольно-таки длинный можно сделать. Если полностью выдвинуть. Ну, вот такая длина получается ремешка. Видно, да? Ну, длинный очень. Но если на плечо, вот я себе, если накину где-то вот на таком уровне у меня будет висеть. Так, что здесь у нас есть? По бокам у нас два кармашка из вот такой сетки. Я не люблю такую сетку нигде вообще, где она используется, ни в каких рюкзаках. Вот. В общем, прозрачная сеточка, два кармашка. Можно сюда что-то запихать. Вот. Также спереди у нас есть на молнии вот такой кармашек. Раз, открываем. Здесь такая, ну, какая-то толщина есть, мягенькая у нее. Здесь такая стеночка мягенькая, там что-то проложено внутри, такое ощущается мягкое. Вот. Далее, если откроем, ну, ручка такая большая, такая толстенькая, мягкая. Открываем. Главное отделение здесь у нас сверху отсек тоже из сетки на молнии. Ну вот внутри вот эту молнию мне нравится. Все видно, что там лежит. Сюда какие-то я флешки тут храню всякие. Раз закрыл, видишь, что у тебя там лежит. Удобно довольно. Вот. Внутри у нас стенки, значит, обшиты вот таким материалом. Он такой бархатистый на ощупь. Это, наверное, нужно для того, чтобы вот эти перегородки прилипали. Здесь две липучки по краям. Здесь мягкая такая перегородка. И вот к этим стенкам, вот к этому вот материалу, они очень хорошо липнут. То есть можно эту перегородку поставить как тебе нужно. То есть под свою камеру, если у кого побольше камеры, у кого поменьше. Также тут в комплекте была вторая эта перегородка. Я ей просто не пользуюсь, она у меня дома осталась, даже забыл ее про нее совсем. Вот. В общем, таких перегородок здесь две. Можно, в общем-то, внутри установить их как нужно, чтобы камера стояла и прижималась, не болталась там. Стеночки у сумки, ну, такие, там, ну, не знаю, сколько здесь, сантиметр, может быть. Наверное, толщина у стенок примерно такая же, как у этой перегородки. То есть для защиты камеры от ударов каких-то. Вот. Значит, донышко здесь. Давайте вытащим. Здесь тоже типа такой перегородки на дне. Такой же материал. Но снизу я вот не понял, что это. Что-то мягкое. Это, наверное, судя по всему, какая-то картонка. То есть просто снизу вложена картонка. Тоненькая такая. Ну, такая где-то картоночка. Чтобы дно было жесткое. Вот. Ну, как это все сделано. С виду выглядит сумка красиво, хорошо, без каких-либо косяков. Внутри вот это донышко, ну, уже видно, здесь просто такой мешочек сшитый. Туда всунут вот этот мягкий материал и вот эта картонка. Значит, вот здесь просто прошито все, закупорено. То есть оно как бы не облегает. Вот все такое вот жидкое, больше по размеру сам мешок, чем внутренность его. Ну, то есть как бы вот так вот. Ну, здесь прошито вот все как бы криво обрезано. Ну, то есть вот этому мелочам вот таким внимания совсем не уделили. Кое-как это сделано. Ну, на функционал это, конечно, не влияет. Камера также в этой сумке защищена. С виду не видно никаких косяков таких. Дно вот такое вот. Ну, тоже посчитали, если не видно, зачем делать что-то аккуратно. То есть здесь вот эти от стенок края просто вот так вот болтаются. Они никак не обрезаны, ничего. Просто их загнули на дно и прошили там, и все, и они лежат. Ну, вот так вот. На донышке под этой подкладкой не очень так все аккуратно сделано. Но, опять же, это не влияет на функционал. Донышко положили, вы же не будете его вообще никогда, наверное, доставать. Какой смысл его вытаскивать? И этого не будет никогда видно. Вот. Ну, а снаружи никаких изъянов нету, абсолютно не к чему придраться. А вот здесь есть две лямочки. Это
Типа на пояс, что ли, ее можно повесить. Но мне кажется, будет неудобно такую сумищу на поясе таскать. Вот, в общем-то, и все. Вот такие карабинчики, ремень можно снять, можно одеть обратно. Раз. Вот, в общем-то, и все. Снаружи тоже материал такой довольно-таки, ну, с виду качественный. Здесь одна вот эта висюлька, собачка. Здесь их две. То есть раз и два. Вот, также был в комплекте вот такой чехол. Ну, вот так он растягивается довольно-таки. Можно его очень сильно растянуть. Вот такой чехол от дождя. На сумку надевается. Там, я не знаю, каким образом, каким вам удобней надели. Ну, как-то он как-то великоват, что ли, он ее не обхватывает. Ну, то есть она в нем просто болтается. Не натягивается он на нее. То есть вот, резинка на нем есть, но сумку не обтягивает. Накрыть-то можно, но как-то тоже сделано. То есть он не держится. Его ветер дунет, он слетит. Почему так сделано, я не знаю. Может, какой-то способ есть особый накрывать, который мне неизвестен. Так как-то, может быть, обтягивать ее. Смотрите, а так, если обтянуть, в принципе, нормально. Вот так вот обтянуть. И вроде бы и держится, наверное, на это и рассчитано. Ну, как-то вот, как-то так вот. Вот. Ну, чехол такой не очень удобный. Хотя, может быть, я просто не знаю, как им пользоваться. По задумке создателей. Вот, в общем-то, и все. Такая сумочка. Еще один момент, очень такой неприятный после покупки, когда ее... У меня есть, кстати, распаковка на эту сумку на моем втором канале. Кому интересно, тоже можете посмотреть. Когда я ее распечатал, она была завернута в пакет. Я открыл пакет, страшная вонища пошла оттуда. Такая вонь. Такая резкая, неприятная. Я ее кинул на балкон, через 3 недели достаю. Ну, чуть-чуть послабее так уже стал запах. Но все равно воняло. Сейчас уже, по-моему, уже прошел. Ну да, сейчас вроде бы запаха уже нет. Она у меня еще, наверное, после этого где-то неделю использовалась. Вроде бы запах прошел. Но поначалу очень вонючая штука была. Вот, в общем, такая сумочка. Кому интересно, опять же, ссылка будет в комментарии. Ну, вот она у меня на плече висит, вот на максимально вытянутом ремне, вот так вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также мой канал есть на Рутубе, на Дзене, ВКонтакте и так далее. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Благодарю за подписку. Увидимся на канале.